Дуйсбург, Западная Германия, 15 августа 2007 года. Промышленный спокойный городок, который в туристической среде даже считается скучным, в тот день станет очагом международного скандала между двумя европейскими странами. Около 2:20 часов ночи 6 молодых итальянцев вышли из итальянского ресторана «Добруно», где они отмечали день рождения. Самыми молодыми были двое парней, 16 и 18 лет. Это была его вечеринка в честь совершеннолетия. Выходя из ресторана, они сели в автомобиле, 4 в седан и 2 в фургон. Примерно в 2:24 часа ночи двое убийц подбежали к автомобилям и в общей сложности произвели не менее 70 выстрелов. Они перезарядили свои пистолеты и сделали потом 6 контрольных выстрелов в голову своим жертвам. Произошедшее окрестили резней в Дуйсбурге, которая считается самой жестокой бойней итальянской мафии за пределами Италии. Еще к утру Берлин отправил запрос министру внутренних дел Италии в Рим, чтобы помочь расследовать это дело. Не нужно говорить, какой это был скандал для Италии, особенно что это событие в Дуйсбурге стало главной мировой сенсацией и чуть не вызвало дипломатический скандал, когда выяснилось, что мафиози из Италии уже надежно закрепились в других странах Европы. Началось сотрудничество между немецкой полицией, Интерполом в Риме, карабинерами и итальянской полицией. Оказалось, что в кармане брюк 18-летней жертвы лежало сожженное изображение святого архангела Михаила. Следователи из Италии сразу же все поняли. Собрав все кусочки воедино и выяснив, что бойня была результатом давней кровной мести в малоизвестном регионе Италии, журналисты по всему миру начали освещать деятельность того, что Нью-Йорк Таймс назвала сложно произносимым названием – Ндрангетта. Всему миру также было продемонстрировано, что в Италии существует не только одна единственная мафия. Ндрангетта образовалась в Калабрии, самом южном регионе Италии, носок итальянского сапога. Калабрия – это самый бедный регион Италии и один из беднейших в Европе. Но ее мафия считается самой богатейшей, влиятельной и сильнейшей, благодаря тому, что в 1990-е годы они заняли лидирующие позиции на европейском рынке кокаина, работая напрямую с наркокартелями из Латинской Америки. Калабрийская мафия считается самой архаичной из всех мафиозных организаций Италии. Ндрангетта – это смесь современной преступной корпорации с религиозной сектой, одержимой различными ритуалами и мистицизмом. Например, если в сицилийской мафии новичок проходит только одну церемонию инициации, когда только попадает в организацию и на этом все, то в Ндрангетте церемонии будут сопровождать на протяжении всей преступной карьеры. Сначала, когда он вступит в организацию, а потом, как только он будет подниматься по их иерархической лестнице, получая новые ранги. Интересно, что когда у члена Ндрангетты рождается сын, даже младенец проходит свою первую церемонию. У калабрийцев очень сильная приверженность омерте, кодексу молчания. В то время как мафиози активно на протяжении своей истории нарушали омерту и предавали своих собратьев, среди членов Ндрангетты очень мало было тех, кто сотрудничал с властями. Во многом это связано с тем, что Ндрангетта – это организация, основана на семейных узах. Если в американской мафии это большая редкость, что сын пойдет по стопам отца, а в сицилийской немногим чаще, чем в американской, то Ндрангетта – это целиком и полностью семейное предприятие. Это сыновья, племянники, двоюродные братья и дальние родственники. Если у ндрангетиста рождается сын, то уже с рождения предопределено, что тот пойдет по стопам отца, иначе и быть не может. В связи с этим в Ндрангетте есть даже целые династии, которые тянутся аж с 19 века. Более того, если членом Ндрангетты стал человек, который был посторонним, то есть вышел не из семьи Ндрангетисти, то он потом женится на родственнице члена организации, тем самым станет членом семьи. И это очень важный фактор в Ндрангетте, поскольку раз почти все там приходятся так или иначе, но родней, то по факту, если ты предашь Ндрангетту, то ты предашь свою семью. И именно поэтому за всю историю Ндрангетты у них было так мало информаторов, в отличие от той же мафии. Калабрийская мафия также единственная из итальянских преступных организаций, которая успешно закрепилась далеко за пределами своей родной территории. Ее ячейки есть в центре и на севере Италии, а также в 6 городах Германии. Ндрангетта также успешно колонизировала Канаду и Австралию, превратив их в свою территорию. Сильное присутствие Ндрангетты также есть в Испании, Швейцарии, Португалии, Великобритании, США, Бельгии, Франции, Голландии, Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Венесуэле, Марокко, Турции, Сирии и ЮАР, а также отмечалось ее присутствие в России в 1990-е годы. И тут хотелось бы провести параллель с сицилийской мафией. В свое время у нее тоже были колонии, например, во Франции. Это города Тунис, Гренобль и предположительно Марсель, а Америка вообще стала ее территорией.
Но колонии во Франции не прошли испытания временем, а американская мафия отделилась, став абсолютно независимой. Но с Ндрангеттой оказалось все иначе. Давайте посмотрим. Как и сицилийские мафиози, калабрийские дрангедисты также массово эмигрировали в другие страны. И также, выражаясь экономическими терминами, их дочерние компании в других странах сохраняли тесные связи с материнской организацией в родной Калабрии. Но почему тогда она так успешно закрепилась во многих странах? Что ж, это произошло благодаря некоторым особенностям, которые сделали Ндрангетту такой уникальной. Способность воспроизводить как с качественной, так и с количественной точки зрения свою организационную структуру далеко за пределами родной Калабрии является одной из важнейших особенностей Ндрангетты. К тому же экспортной моделью Ндрангетты является колонизация. То есть смотрите, когда Ндрангетта закрепилась на других территориях, она там создала такую же структуру, как и в родной Калабрии, и при этом отчитывалась Калабрии. Например, давайте посмотрим на сицилийскую мафию. Когда она колонизировала Америку и создала там такую же структуру, как и на Сицилии, они не отчитывались родной Сицилии. А теперь возьмем Ндрангетту. В сицилийской мафии есть высший правящий орган, который определяет политику и действия всей мафии. В американской мафии есть такой же, только он не подчиняется сицилийскому. В Ндрангетте есть такой же орган, он называется Кремине. Когда Ндрангетта колонизировала Ломбардию, Лигурию, Австралию и Канаду, у них там тоже появились свои правящие советы, которые определяли политику действий на этих территориях. Но тут есть одно большое «но». Все эти правящие советы целиком и полностью подчинялись Кремине в Калабрии, и без разговоров. Какие-либо попытки неповиновения и автономии моментально и очень жестоко пресекались. Есть еще вторая модель расширения – это делокализация, то есть более тихое присутствие в социальной среде. Как правило, это происходит на тех территориях, где Ндрангетта еще не создала свои ячейки. То есть где-то далеко за пределами Калабрии живет один член организации, который ведет абсолютно легальный бизнес, чтобы обеспечить бесперебойную работу незаконного бизнеса и организации. Примером этому служит Рим, где члены Ндрангетты занимаются коммерческой деятельностью, связанной с отмыванием денег от наркобизнеса. Благодаря этим моделям расширения Ндрангетта смогла привлечь преступные организации в Италии, как Каморра или мафия, к тесному сотрудничеству, а также организации за рубежом, как наркокартели в Латинской Америке. Все это не только обогатило, а также увеличило власть и влияние калабрийцев. Ндрангетта всегда развивается и не стоит на месте. Она проделала долгий путь от простых разбойников, которые занимались кражей скота, до организации, специализирующейся на похищениях, доходы от которых успешно инвестировала в наркобизнес, а также в предпринимательскую деятельность в различных секторах экономики. Развитие сельского хозяйства, система здравоохранения, туризм, экобизнес, морской и наземный транспорт. Это позволило Ндрангетте работать во множестве областей, став сильной, надежной и динамичной. Во многом это произошло благодаря поколению ндрангедисти еще 1950-х годов, которые были более сдержаны и образованы по сравнению с членами организации прошлых лет, выходцев из крестьянских семей, у которых от силы было образование начальной школы. Ндрангедисты тех лет развивались и не стояли на месте. Фактически, нынешний образ ндрангедисты больше не представляет из себя карикатурного бандита, а напротив, это теперь больше образованный человек, ну или во всяком случае не безграмотная деревенщина. Сыновья членов Ндрангетты, как правило, занимают высокое место в социуме. Они врачи, юристы, инженеры и даже политики, и также состоят в организации. Они, так скажем, обеспечивают чистое лицо организации. Благодаря их сыновьям отцы проникают в новые сферы деятельности, расширяя бизнес организации. Результатом этого является так называемая серая зона. Это преступный сговор между обычным и преступным мирами, когда менеджеры государственных или частных компаний, а также политики, обращаются к Ндрангетте за услугами и даже становятся ее членами. Например, Ндрангетта помогает политикам собирать голоса, а потом проникает в государственные учреждения и начинает там устраивать свои манипуляции, как, например, присвоение себе как частные, так и общественные контракты на строительство. Хотя Ндрангетта уже давно тянется к политике, а некоторые ее члены даже являются политиками и состоят в масонских ложах, в последнее время Ндрангетта все чаще ведет дела с белыми воротничками, как юристы и банкиры. Как сказал Федерико Кахьеро де Рахо, национальный прокурор по борьбе с мафией и терроризмом, эта Ндрангетта самая опасная, поскольку она, одетая в деловой костюм, входит в легальную экономику. Но хоть Ндрангетта и одета в деловой костюм, под ним она всегда носит пистолет, которым без колебаний воспользуются. Если надо, они могут быть жестокими, очень жестокими. За свою историю Ндрангетта пережила две жестокие внутренние войны. В ходе первой войны, которая произошла в 70-е годы, было убито 200 человек.
В ходе второй, которая шла с 1985 по 1991 год, было убито, согласно оценкам, 700 человек. Более того, 'Ндрангета, как и сицилийская мафия, также не гнушается убийством магистратов и других должностных лиц, которые переходят дорогу организации. Также хотелось бы отметить еще один фактор, почему 'Ндрангета достигла такой мощи и влияния. Ответ лежит на поверхности. Это сама Калабрия, отсталый и никому не нужный регион. Поскольку Калабрия была много лет неинтересна правительству, то что уж говорить о ее мафиозной организации. В этом еще помогла сицилийская мафия, которая в 80-е годы устроила настоящую кровавую баню на острове, а в 90-е устроили настоящую войну против правительства, организовав несколько терактов против должностных лиц. Пока Италия и весь мир устремили свой взор на Сицилию, 'Ндрангета спокойно воспользовалась этим, чтобы расширить свое влияние и заполнить тот вакуум власти в Италии, который оставила после себя мафия. Она также создала две дочерние мафиозные организации – Сакра Корона Унита в Апулии и Базилиши в Базиликате, чтобы расшириться в этих регионах и за их пределами. Недооцененность и полная незаинтересованность со стороны правительства помогли 'Ндрангете стать сильнее. Из-за этого власти долго считали, что 'Ндрангета является не пирамидальной организацией, как мафия, а горизонтальной. Например, очень долго ходило в заблуждение, что 'Ндрангета – это просто федеральный альянс независимых друг от друга ячеек, которых ничто не объединяет. Но все изменилось только в 2010 году, когда власти начали операцию Кремина, арестовав более 300 человек, и когда они смогли узнать, как именно функционирует 'Ндрангета. Только вдумайтесь, 'Ндрангета существует с 19 века, и только в 2010 году власти смогли сделать прорыв и понять ее устройство. Сейчас я попытаюсь вам наглядно обрисовать структуру 'Ндрангеты, чтобы вы лучше понимали, о чем пойдет речь. Но тут это будет очень кратко и поверхностно, потому что, чтобы полностью разобрать ее структуру, не хватит и отдельного ролика. Основа 'Ндрангеты – это Ндрина. Это ее базовый юнит, состоящий из родственников. Чтобы основать Ндрину, нужно 7 дрангедисти. Возглавляет Ндрину Капо Бастона. Как правило, Капо Бастона – это отец с наибольшим количеством сыновей. В отличие от своих коллег из мафии, Капо Бастона может привести в 'Ндрангету столько сыновей, сколько сможет родить ему жена. Основной костяк Ндрины составляют родственники Капо Бастона, то есть братья, племянники и родственники через брак. Как правило, Ндрина практически на 90% состоит из кровных родственников. Ндрина всегда называется по фамилии ведущей династии, а должность Капо Бастона переходит от отца к сыну. Когда Ндрина перестает уже быть простой семейной ячейкой, или когда на одной и той же территории действует несколько Ндрин и все они стремятся координировать свои действия, они образуют особую структуру, которая на жаргоне дрангедисти называется локали. Локали – это основная сила и фундамент 'Ндрангеты, на котором она прочно стоит. Локали – это аналог семьи в мафии. Только в отличие от мафии, локали могут как сформировать, так и распустить. Согласно информации от правоохранительных органов и членов 'Ндрангеты, чтобы основать локали, нужно, чтобы общая численность составляла от 49 до 50 человек. Но, как показывает практика, локали формируются из куда более меньшим количеством человек. Локали всегда называются только в честь города, муниципалитета или района, где она базируется. Также говорится, что в локале может быть только ограниченное число членов, но, как правило, численность всегда может меняться в зависимости от ситуации. Локали возглавляет Капо Локали, который избирается среди Капо Бастони. Капо Локали помогают управлять старшие офицеры, которых он назначает. Кантабиле – это бухгалтер, который заведует всеми финансами банды. Кримины отвечают за наблюдение и повседневную преступную деятельность, а также за насильственные действия. Если дело доходит до войны с другими локали или ндринами, он становится кем-то вроде министра обороны. До 2010 года правительство считало, что 'Ндрангета просто состоит из этих независимых друг от друга локали, и над ними ничего нет. Но это оказалось не так. А теперь давайте посмотрим на провинцию Реджо Калабрию, столичную провинцию Калабрии. Именно там сосредоточена вся политическая деятельность и финансовые потоки региона. Именно эта провинция также является столицей 'Ндрангеты, где базируются ее самые старейшие и могущественные локали. Боссы самых могущественных локалей в провинции и образуют высший правящий орган 'Ндрангеты под названием Кремина или провинция. За пределами Калабрии структура абсолютно такая же, только их местные правящие органы каждый называется по-своему. Как уже говорилось, все эти зарубежные правящие органы непосредственно подчиняются Кремина в Калабрии. Более того, без одобрения Кремина зарубежные ячейки не могут даже принять новичков, а также присвоить им новые ранги и так далее.
Таким образом, кримины обеспечивают интенсивный и высочайший контроль над каждым аспектом организации и ее составными частями. Формально в кримино нет главных, но есть один нюанс. Как выяснили магистраты в 2010 году, формальная власть сосредоточена в руках локали деревушки Сан-Лука, которую называют «Мать», поскольку на ее территории расположено святилище Ндрангеты, где они устраивают свои ежегодные собрания. Локали Индрины, как в Калабрии, так и за ее пределами, обязаны слушаться Мать. Без одобрения матери также нельзя организовать локали или Индрины. Мать также может и расформировать локали. По сути дела, без одобрения матери ничего не происходит. Тем не менее, но это не значит, что мать контролировала кримины. Если посмотрим на схему, то мы увидим, что она все еще горизонтальная, где нет верхушки пирамиды. Более того, вот еще одно главное отличие от мафии. Например, вся власть мафии сосредоточена в провинции Палермо и ее столице. У Палермо было больше полномочий по принятию важных решений, что вносило дисбаланс и провоцировало конфликты. В Ндрангете все примерно так же, что власть сосредоточена в столичной провинции региона. Но кримина не держит власть в одном месте или одних руках, а распределяет ее. Кримина разделила провинцию Реджо Калабрия на 3 макрозоны, или мандаменти. Это мандаменти Ионика, Ионическое побережье, Чентро, центр со столицей Реджо ди Калабрия, и Тиреника, Тиренское побережье и равнина Джоя Тауро. Но в 2010 году оказалось, что все-таки у этой горизонтали есть своя вершина, и она оказалась не такой уж и горизонталью, а даже скорее пирамидой. Среди арестованных оказался человек по имени Доминика Апедизано, который был в ранге капо кримины, то есть руководитель кримины. Ндрангета оказалась такой же пирамидальной, как мафия, где кримина является аналогом комиссии, а капо кримина – капо дей капи, то есть верховным боссом, верхушкой пирамиды. Должность капо кримины – это что-то вроде церемониймейстера, спикера собрания и старого мудрого судьи, чья работа заключается в интерпретации правил. По факту его обязанности были связаны только с порядком и политикой Ндрангеты, то есть он не навязывает всем свою волю и правила. И он не занимает этот пост пожизненно, а имеет срок полномочий. По факту кримина никому не принадлежит, поскольку ему отчитываются дрангетисты во всем мире. Более того, Ндрангета очень гибкая организация. В 2010 году правительство узнало не только о существовании кримина и капо кримина, а также о множестве других высоких рангов, значение и деятельность которых не удалось рассекретить даже на момент создания ролика. Вполне даже возможно, что с тех пор были придуманы еще новые ранги. Считается, что создание новых рангов – это просто дешевый способ разрешения споров внутри Ндрангеты. Но на этом ее гибкость не заканчивается. Понятное дело, что Ндрангета принимает в свои ряды не только калабрийцев, но и итальянцев из других регионов, учитывая, что она оперирует далеко за пределами своей родины. Также известно, что она принимает в свои ряды камарристи и сицилийцев, но если те не являются членами мафии. Известно и то, что Ндрангета принимает в свои ряды государственных служащих, и даже говорила, что сотрудники правоохранительных органов иногда становились членами Ндрангеты. Но это еще мелочи. Совсем недавно появилась информация, что за пределами Калабрии, а именно в Канаде, дали добро на прием местных, которые вообще не являются итальянцами. Пока что неизвестно, это исключение или уже распространенная практика. Как уже понятно из перечисленного, Ндрангета – это очень опасная мафиозная организация, поскольку она одновременно является и предприимчивой, и жестокой, которая при этом очень гибкая, способная подстраиваться и адаптироваться под любые изменения. Несмотря на гибкость и современный подход к ведению дел, Ндрангета является очень сильной приверженницей старых порядков, правил и так называемых законов чести. Как сказал однажды прокурор из Реджо Калабрии, у Ндрангеты старое сердце и молодая душа. Это и делает ее такой уникальной, сочетание старого и нового. Кровь склеивает всю эту огромную организацию воедино, причем во всех смыслах. Это кровные семейные узы и кровавые ритуалы, которые сопровождают членов Ндрангеты всю их жизнь. Это самый настоящий спрут, чьи щупальца распустились по всему миру и которые залезут туда, где можно делать деньги. Согласно статистике за 2013 год, всемирный доход Ндрангеты составил 53 миллиарда евро или 73 миллиарда долларов, что эквивалентно 3,5% от ВВП Италии. Эти доходы сделали Ндрангету самой богатой преступной организацией Европы, если не всего мира. Ее успех во многом связан с продуманной политикой отмывания денег, которые они зарабатывали, похищая людей за выкуп, и реинвестирования в наркобизнес. Основным видом деятельности Ндрангеты является наркоторговля, которая приносит самый большой доход. Ндрангета занимается почти всеми видами наркотических средств – марихуаной, гашишем, экстази, ЛСД, героином и кокаином, которые являются их основным продуктом.
Ндрангета обошла другие мафиозные организации, потому что первая разглядела перспективы в кокаине и сделала ставку именно на него. Следом за наркотиками идут ростовщичество и вымогательство. В Калабрии масштабы вымогательства просто ужасающие. От малого до крупного бизнеса все они платят Ндрангете. В то же время, поскольку в регионе ужасная экономическая ситуация, многие вынуждены обращаться к Ндрангете за финансированием, которое осуществляет кредитование под невероятно огромные проценты. Практика вымогательства уже активно распространилась и на севере Италии. Следующим идут коррупционные схемы и растрата. Они уже давно прибрали к своим рукам все контракты и субподряды в Калабрии. Более того, в их руках оказались и крупные проекты на севере, как автострада Милан-Турин и высокоскоростные железнодорожные линии. Строительный бизнес – это основной вид законного бизнеса, который приносит Ндрангете просто невероятный доход. Используя подставные лица, Ндрангета создавала строительные компании или просто использовала нечестные на руку компании, которые в угоду прибыли закрывали глаза на деятельность своих теневых партнеров. Несмотря на вложенные миллиарды, как от правительства, так и от Евросоюза, если речь, конечно, шла о крупных проектах, как правило, строительство шло с использованием самых дешевых строительных материалов, а сроки постоянно растягивались. Ндрангета фактически монополизировала строительную отрасль в Калабрии, и такая тенденция постепенно прогрессирует на севере. В течение последних 20 лет Ндрангета ведет успешную политику отмывания денег через иностранные банки, а также за границей приобретает собственность и компании. Эти же отмытые деньги Ндрангета также вкладывает в ночные клубы на севере Италии и туристический бизнес, причем также и в родной Калабрии, где он целиком и полностью зависит от Ндрангеты. Говорится, что даже наем персонала не обходится без ее ведома. Меньше всего Ндрангета вовлечена в торговлю оружием и проституцию. Они также занимаются подделкой валюты в Германии, а в 90-е занимались этим и в России. На африканском континенте они вовлечены в незаконный оборот алмазов и добычу руды. Также они вовлечены в перевозку нелегальных иммигрантов. Так что этот спрут очень сильно распустил свои щупальца. Подводя итоги, хотелось бы сказать следующее. Пока итальянское правительство боролось с мафией и всячески игнорировало проблемы своего самого беднейшего региона, в итоге главная проблема самого беднейшего региона теперь стала главной проблемой Италии, а может быть и всей Европы и всего мира.